Представьте себе крошечную птицу размером с воробья с приятным голосом и милыми повадками. На первый взгляд, идеальное создание – символ гармонии природы. Но что, если я скажу вам, что за этой безобидной внешностью скрывается нечто совершенно жуткое? Что это маленькая птичка, настоящий маньяк, которого боятся даже хищники. Эта птица – сорокопут, и его убийственные наклонности поражают даже ученых. Он не просто охотится, он насаживает свою добычу на колючки, хранит жертвы, будто коллекцию трофеев, и убивает, даже когда не голоден. Почему же природа создала такого крошечного, но беспощадного убийцу? И какие темные тайны скрывает эта птица? Если большинство птиц убивают исключительно ради выживания, то сорокопут выбивается из этого правила. Он может нападать даже тогда, когда сытый. Охотничий инстинкт у него настолько силен, что он убивает ради тренировки, ради удовольствия или для устрашения конкурентов. Он высматривает жертву с высокой точки обзора, с дерева, забора или столба. Его острые глаза замечают малейшее движение, будь то пробегающая мышь, беззаботный кузнечик или неопытная молодая птица. Когда момент настал, сорокопут резко бросается вниз с невероятной скоростью и атакует. Сила его удара неожиданно высока для такой маленькой птицы. Его клюв снабжен крючком на конце. Это позволяет ему наносить мощные укусы и ломать шейные позвонки жертвы. Он точно знает, куда бить, чтобы парализовать добычу. Но самое жуткое в том, что он не всегда убивает сразу. Иногда он оставляет жертву в мучительном состоянии, а затем спокойно возвращается, чтобы завершить начатое. Но это еще не самое страшное. Ведь сорокопут не просто убивает, он хранит свои жертвы самым необычным способом. Самая пугающая привычка сорокопута – его странная любовь к коллекциям. Убив добычу, он не торопится ее съесть. Вместо этого он аккуратно насаживает ее на шип колючего куста, на острую ветку или даже на проволочную изгородь. Ученые долго не могли понять, зачем он это делает. Оказалось, что такие погребения имеют сразу несколько целей. Во-первых, это удобный способ хранить пищу про запас. Если еды много, он просто создает себе кладовую, чтобы вернуться позже. Во-вторых, это помогает ему справляться с жесткой добычей. Например, твердокрылых жуков, которых сложно расклевать, он оставляет на некоторое время, и спустя пару дней их панцири становятся мягче. Но есть и третья, самая пугающая причина – это демонстрация силы. Эти жуткие кладбища служат своего рода предупреждением. Это моя территория. Здесь правлю я. Некоторые самцы даже используют такие жертвенники, чтобы привлекать самок. Дескать, вот, посмотри, какой охотник. Но кого же чаще всего можно увидеть на этих устрашающих шипах смерти? Может показаться, что сорокопут всего лишь ловкий охотник на насекомых, но его аппетиты гораздо шире. Он поедает кузнечиков, жуков, стрекоз, но не брезгует и более крупными позвоночными, ящерицами, мышами и даже мелкими птицами. Да-да, эта маленькая птичка может убить другого пернатого. Она нападает на воробьев, зябликов и даже молодых голубей. Были зафиксированы случаи, когда сорокопут атаковал жертву, превосходящую его по размеру, используя элемент неожиданности и свою безжалостность. Но что самое удивительное, иногда он может напасть даже на более крупного пернатого хищника. Например, если ястреб или сова окажутся на его территории, он без колебаний атакует, используя стремительные удары по самым уязвимым местам. Почему же такая маленькая птица настолько уверена в своих силах? Ответ в ее продвинутых охотничьих методах, о которых мы поговорим дальше. Секрет успеха сорокопута кроется не только в его смелости, но и в хитрости. Одна из самых удивительных способностей этой птицы – подражание звукам. Сорокопут умеет имитировать пение безобидных птиц, заманивая добычу в ловушку. Молодые птицы, услышав знакомый голос, прилетают на зов. И тут их ждет смертельный удар. Более того, некоторые виды сорокопутов могут подражать даже крикам тревоги. Это приводит к хаосу среди мелких птиц, и в этом беспорядке сорокопуту проще напасть на растерявшуюся жертву. Эта способность делает его еще более опасным хищником, ведь он не только силен и жесток, но и невероятно умен. Но даже если жертва не клюнула на ложный зов, у сорокопута есть еще один козырь в рукаве. Он использует природные яды. Мало кто знает, что сорокопут не только охотится, но и применяет тактику, достойную настоящего отравителя. В его рационе есть особые насекомые, содержащие опасные токсины. Например, он охотно ловит жуков, нарывников, в организме которых есть смертельный яд – канторидин. Большинство птиц избегает таких жуков, ведь они могут вызвать паралич или даже гибель. Но сорокопут нашел способ их использовать. Он не поедает свою жертву сразу, а оставляет ее в кладовой, насаживает на колючку или прячет в расщелине. Спустя несколько дней яд постепенно разрушается, и жук становится безопасным для еды. Но еще более удивительный факт. Сорокопут иногда намеренно кормит птенцов полуядовитой добычей. Ученые предполагают, что это своеобразная форма вакцинации, которая делает молодняк менее уязвимым перед хищниками.
Таким образом, эта крошечная птичка применяет не только силу, но и химию, чтобы выжить. Но если она настолько смертоносна для своих жертв, что же происходит, когда ей приходится столкнуться с настоящими хищниками? Логично было бы предположить, что маленький сорокопут избегает встреч с крупными хищниками. Но нет. Он не только не боится, но и способен бросить вызов даже ястребам и совам. Когда ястреб оказывается в пределах его территории, сорокопут действует дерзко. Он стремительно пикирует на врага, издавая резкие тревожные крики. Он атакует в глаза, шею и затылок, самые уязвимые места даже у крупных птиц. Были зафиксированы случаи, когда сорокопут нападал на сов, пытаясь их ослепить. Такое поведение объясняется инстинктом защиты территории. Сорокопут просто не терпит чужаков. Но как же этот миниатюрный маньяк передает свою жестокость новому поколению? Все начинается с воспитания. Сорокопуты – заботливые родители, но их методы воспитания можно назвать жесткими. Как только птенцы немного подрастают, родители начинают приносить им еще живую добычу. Это делается не для развлечения. Таким образом, малыши учатся убивать. Птенцы сначала осторожно клюют жертву, затем хватают ее когтями, пробуют ломать шею. Самые успешные получают больше еды, а слабые рискуют остаться без пищи. Если в гнезде слишком много птенцов и еды не хватает, родители могут избавляться от самых слабых. Жесткий естественный отбор в чистом виде. Такое суровое воспитание делает сорокопутов одними из самых безжалостных охотников уже с первых дней жизни. Но какие приемы убийства они осваивают к взрослению? Сорокопут не просто беспощадный убийца, но и невероятно умелый охотник. Он использует продвинутые тактики, которые делают его атаки эффективными и смертоносными. В отличие от большинства мелких птиц, которые питаются насекомыми и семенами, сорокопут охотится как настоящий хищник. Он всегда выбирает возвышенные точки – верхушки деревьев, заборы, провода, откуда у него отличный обзор. Он неподвижно сидит, высматривая добычу, а затем резко бросается вниз, атакуя со скоростью до 15 миль в час. Его главный инструмент – клюв, который устроен необычно для маленькой птицы. На кончике есть небольшой крючок, напоминающий клюв ястреба. Благодаря этому он может легко пробивать черепа мелких животных и ломать шеи своим жертвам. Но самое жуткое – это то, что сорокопут не всегда убивает мгновенно. Если добыча крупная, он может сначала оглушить ее ударами клюва, а затем добить. В некоторых случаях он даже использует окружающую среду. Сбрасывает жертву на камни или насаживает ее на шипы, чтобы облегчить убийство. Такое поведение делает его охоту максимально эффективной. Но что говорит статистика о его методах убийства? Чтобы понять, насколько смертоносен сорокопут, давайте взглянем на реальные факты. Ученые провели наблюдение за его охотничьим поведением, и результаты поражают. За один сезон этот крошечный хищник может убить до 40 животных, от насекомых до мелких птиц. Однако около 40% его атак вообще не связаны с голодом. Он убивает больше, чем ему нужно, и использует это для устрашения соперников и демонстрации силы. Скорость атаки достигает 15 миль в час, что для такой маленькой птицы невероятно быстро. А сила сжатия его клюва позволяет пробивать черепа грызунов, ломать кости и наносить смертельные удары даже более крупным птицам. Но, пожалуй, самый пугающий факт – это его кладбище. Ученые обнаруживали места, где было собрано более 20 жертв, аккуратно насаженных на шипы и ветки. Такие сцены больше напоминают логово серийного убийцы, чем обычное поведение птицы. Но почему природа создала такую беспощадную птицу? Возможно, ответ кроется в ее среде обитания. Сорокопут не просто охотник, он еще и настоящий тиран на своей территории. В отличие от большинства мелких птиц, которые предпочитают мирное сосуществование, он отчаянно защищает свою зону, нападая на любого, кто осмелится приблизиться. Эта птица выбирает стратегически удобные места для жизни, открытые пространства с кустарниками, полями и редкими деревьями. Здесь у него есть отличные точки наблюдения, а растительность служит естественным арсеналом для его жутких кладовок, что делает его территорию по-настоящему устрашающей. Дело в том, что сорокопут не просто охраняет ее, он устраивает на ней жертвенные аллеи. Шипы кустов, колючие проволоки и ветки усыпаны трупами насаженных жертв. Это не просто запасы, это демонстрация силы. Любая птица или даже более крупный зверь, увидевший эти ужасающие трофеи, понимает, здесь правит сорокопут. Но что произойдет, если на территорию зайдет кто-то крупнее и сильнее? Ответ прост: сорокопут не сдастся без боя. Один из самых жутких аспектов поведения сорокопута – это его отношение к добыче. Он не просто убивает быстро и безболезненно, как многие хищники. Напротив, он мучает своих жертв. Некоторые охотники и исследователи замечали, что сорокопут часто хватает жертву, наносит удар клювом и бросает ее. Затем снова подбирает, снова ударяет, отпускает. И так несколько раз. Такое поведение напоминает игру кошки с мышью, но с одной разницей. Сорокопут не просто играет, он наслаждается процессом убийства. Почему он это делает?
Возможно, причина в том, что сорокопут оттачивает свои охотничьи навыки, или же в нем действительно есть что-то, что делает его больше похожим на серийного маньяка, чем на обычного хищника. Но как он выглядит на фоне настоящих хищных птиц? Может ли он сравниться с ястребами или даже превзойти их в жестокости? Сложно представить, что крошечная птичка может конкурировать с настоящими королями неба – ястребами, соколами и совами. Но если говорить о методах охоты, сорокопут ведет себя даже более беспощадно. Ястреб — это быстрый убийца. Он мгновенно хватает жертву, сжимает ее мощными когтями и ломает шею за считанные секунды. У него нет времени на мучения, его цель — съесть и выжить. Сорокопут действует иначе. Он не просто убивает, он демонстрирует жестокость. Он может насаживать свою жертву на шипы, хранить ее, наблюдать за ее страданиями. В этом смысле он больше напоминает садиста, чем обычного охотника. А самое удивительное, даже ястребы иногда стараются избегать этой маленькой, но безумно агрессивной птицы. Сорокопут не боится нападать даже на более крупных пернатых хищников, если они зашли на его территорию. Но почему же эта птичка стала настолько агрессивной? Возможно, дело в том, что она выросла в мире, где выживает только самый жестокий, и это делает ее опасной даже для самых опытных охотников. Обычно, когда мы говорим о птицах, мы представляем себе либо милых воробьев, либо величественных хищников, парящих в небе. Но сорокопут ломает все стереотипы. Он маленький убийца, которому наплевать на размеры и статус жертвы. Что делает его настолько опасным? Во-первых, его безжалостность. Он не останавливается, даже если жертва сильнее или крупнее. Во-вторых, его хитрость. Он умеет заманивать добычу с помощью ложных звуков, может подкрадываться, а может нападать стремительно, как молния. Но самый ужасающий факт — это то, что сорокопут не просто хищник, он демонстративный убийца. Его кладбища, усеянные насаженными на шипы трупами, заставляют даже более крупных животных обходить его территорию стороной. Так откуда же появилась эта птичка? Почему в ней сочетаются невероятная жестокость и хищная смекалка? Возможно, ответ стоит искать в легендах и мифах. Жуткое поведение сорокопута не могло не привлечь внимание людей. В разных культурах существуют легенды и поверья, связанные с этой странной птицей. В некоторых регионах Европы сорокопута считали птицей смерти. Люди верили, что если увидеть его возле дома, это может быть предвестником беды. Возможно, такой образ сложился из-за его склонности к насаживанию жертв на колючки. Сцены, которые могли напомнить древним людям жуткие казни. В скандинавских мифах сорокопута иногда называли птицей проклятия, а в некоторых индейских племенах Америки верили, что он связан с духами войны и насилия. Но наука показывает нам не миф, а реальность. И она порой бывает страшнее любой легенды. Сорокопут — настоящий маньяк в мире птиц. Он не самый крупный, не самый сильный, но он самый жестокий. Так стоит ли теперь удивляться, что даже ястребы предпочитают не связываться с этим крошечным, но смертоносным созданием? Сорокопут — это идеальное доказательство того, что внешность бывает обманчива. Кто бы мог подумать, что эта маленькая, на первый взгляд безобидная птичка, обладающая красивым голосом и заботливыми родительскими инстинктами, окажется самым настоящим серийным убийцей среди пернатых. Так что в следующий раз, услышав звонкую песню сорокопута, помните, за этим мелодичным голосом скрывается настоящий пернатый мясник, который без колебаний разорвет на части любую жертву, оказавшуюся у него на пути.